Привет, ребята! Это канал Мечтательница у моря. Меня зовут Саша. И сегодняшнюю серию мы начинаем где-то в жопе мира. Поеду сейчас домой и начну свою новую прекрасную жизнь. Так бывает, что люди иногда грустят. Разные бывают причины, а иногда даже несколько. Я вам показываю один из таких периодов. У меня такое случается крайне редко. Я стараюсь позитивно мыслить и так далее. Но вот это был момент, когда мне прям было реально очень грустно. Я не хотела вставлять этот кусочек, но в итоге решила, что раз уж я показываю свою настоящую жизнь, то вот она, вот бывает и такое тоже. В тот день я пришла к морю, чтобы немножко успокоиться, привести в порядок свои мысли, подумать и так далее. А вы тоже замечали, что вот этот шум моря, он очень успокаивает? Прикиньте, я почти час стояла просто у моря. Думала, плакала, бросила монетку. Когда-то давно, когда только переехала в море, я приходила к морю, достаточно часто, и у меня был сложный момент через год после переезда, с работой связанной, с одной из работ. Я приходила сюда в таком вот не очень понятном состоянии и бросала монетку в море. Потому что считала, что это какой-то хороший знак для меня. Чисто психологически, наверное. Вряд ли море. Да, море слышит. Короче, сегодня вот
Гуляю у моря, закат. Ну, такое условно, не будет видно. Ну, стояла, подмерзла, подумала, поплакала. Короче, много эмоций. Но все пройдет. Переживем, как говорится. К счастью, моя грусть оказалась недолговечной, и жизнь потекла в более позитивном ключе. Меня это очень радует. Дальше будет много интересного, смотрите. Короче, кое-что опять придумала. Вперед к новым местам и приключениям. Посмотрим, как будет на улице холодно, но солнечно. В общем, я отправилась смотреть новую для меня смотровую площадку, достаточно известную в городе, но я там ни разу не была. И, естественно, как я в своем стиле слабоумия отвага, решила идти туда пешком. Чтобы вы понимали, весь маршрут у меня из моего района до этой точки занял примерно 8 километров. 8 километров не по ровной поверхности, а, естественно, в горку, по лестницам и так далее. Вот кусочки моего маршрута, как я туда шла и как я в итоге туда зашла. Было много всего разного в пути. Часть дороги у меня шла по привычным мне улицам в моем южном районе, а потом я углубилась в частный сектор. И это для меня было просто открытие, потому что раньше я по частному сектору и не ходила-то вовсе. Короче, там достаточно интересно. Есть вот такие вот лестницы, какие-то узкие проходы, какие-то, я не знаю, речки маленькие, ручейки и так далее. Короче, мне пришлось изрядно попетлять, прям чтобы добраться до точки. Ну, я просто шла, как вел меня навигатор Яндекса. Короче, иду на смотровую площадку. Фотки оттуда красивые, говорят. Хочется сделать тоже красивые. Боже, как тут страшно. Просто нереально страшно. Конечно, надо было ехать на такси. Я уже почти дошла. Еще куча горок. А это, кстати, одна из последних лестниц на моем пути. И тут я иду уже с очень огромным трудом. Рада, что такая тренировочка получилась. Прям настоящее кардио. Надо чаще выбираться, ходить по горам, даже по городу. Это круто.
Нашла. Ух ты ж, какой тут видок. Просто кайф. Моя лавка. Огонь. На смотровой я даже пообедала, перекусила онигири и смузи из ближайшей пятерочки. Спасибо, что были со мной в этом путешествии. А всех девочек с 8 марта. Найдите цветочки в этом зеленом кустике. Пока-пока.